В этом видео мы расскажем, чем отличаются популярные виды соли, как подделывают черную и розовую, как проверить гималайскую соль, узнаем о микропластике, что правда, а что миф. Мы сравнили поваренную, каменную, йодированную, гималайскую, розовую, черную и морскую соль. Итак, по порядку. Поваренная соль – самая дешевая разновидность соли. Поваренная соль добывается из минерала галлита в соленых озерах или из-под земли, а затем вываривается. В результате она содержит от 94 до 99% хлорида натрия и практически лишена микроэлементов. Для рассыпчатой структуры в соль добавляют специальные добавки. Такую соль можно употреблять, но в малых количествах. Каменная соль содержит от 97 до 99% хлорида натрия. Выглядит она менее эффективно, чем поваренная, потому что состоит из крупных кристаллов сероватого цвета. Соль добывают в глубоких шахтах, доставляют на поверхность, а затем она проходит много степеней обработки. Большой недостаток такой соли – разные примеси. Растворите каменную соль в стакане с водой, и вы сами все увидите. Каменная соль экстра содержит от 98 до 99% хлорида натрия. Ее высушивают при огромных температурах, свыше 650 градусов. Затем соль очищают от примесей и осветляют с помощью различных веществ. Естественно, после всех этих операций экстра перестает быть природным соединением, которое легко усваивается организмом. Такая соль не принесет пользы, а в большом количестве может даже навредить. Кстати, доктор Леонард Колдуэлл предостерегает от употребления соли мелкого помола. Он говорит, что соль нужно брать только крупного помола и морскую. Пищевая частично состоит из песка и стекла, которые царапают сосуды изнутри, и они начинают кровоточить. В результате этого к поврежденным местам идет активный приток холестерина, чтобы залечить микрораны. Йодированная соль. Такая соль ничем не отличается от обычной, за исключением того, что в нее добавляют неорганическую форму йода – йодид калия. Такую соль рекомендуют принимать при дефиците йода в организме или для его профилактики. Однако йодид калия имеет малоусвояемую неорганическую форму йода. Плюс йодид калия выветривается из соли через 3-4 месяца после его внесения. Также йодид калия разрушается при термической обработке. Кстати, если вы занимаетесь консервацией, имейте в виду, именно из-за йодида калия банки часто взрывались. Черная соль. Натуральная черная гималайская соль стала такой из-за наличия в составе сульфита железа и других минералов. Если вы купили натуральную черную соль, вам повезло. Однако, согласно проверкам, на рынке большинства стран, особенно стран с низким уровнем дохода, преимущественно преобладает подделка черной соли. Вот что любезно рассказал один из бывших производителей черной соли. Как делают черную соль без запаха? Для ее приготовления берется каменная или поваренная соль, смешивается с мукой, помещается в мешки и отправляется в огненные печи. Там соль прокаливают до черного цвета. Такая соль не имеет специфического запаха сероводорода. Как делают черную соль с запахом? Закупают техническую розовую соль и смешивают ее с илом, взятым со дна водоема. Затем эта соль помещается в металлические бочки и обжигается в печи. Это делается якобы с благородной целью, чтобы насытить соль минералами и в частности серой. Но это просто маркетинговый ход. Теперь гималайская розовая соль. Настоящую розовую соль промывают, сушат и поставляют на рынок в виде порошка или кристаллов насыщенного или слабо розового цвета. Ее цвет варьируется от чисто белого до различных оттенков розового и красного, в зависимости от количества оксида железа в ее составе. Многие производители заявляют, что соль содержит множество полезных элементов. Называют аж до 90 элементов. Однако это маркетинговый ход.
Соль явно не тот продукт, который мы едим ложками или стаканами. Процент всех минералов в этой соли мизерный. Плюс употреблять вы будете не более 3-5 грамм соли в сутки. Теперь нечто интересное о розовой соли. Один из пакистанских производителей натуральной соли рассказал, что на рынке Восточной Европы присутствует в основном техническая розовая соль. Она дешевая, потому и поставляется в эти страны. Пищевая и техническая – это разные стандарты очистки, а также наличие в продукте тяжелых металлов. Имейте это в виду. Качественную гималайскую соль они поставляют в Европу и Америку, и она значительно дороже. Более того, недобросовестные производители делают розовую соль сами из каменной соли, добавив в нее краситель розового цвета. Как выявить подделку? В прозрачный стакан с водой нужно засыпать 1 чайную ложку розовой соли и растворить до конца. Вода должна быть прозрачной и светлой, без мути. Допускается бледно-розовый оттенок воды. Это признак настоящей розовой соли. Если вода станет розовой, мутной или появится осадок, свойственный каменной соли, это говорит о подделке. Это обычная каменная соль с красителем. Теперь морская соль. Получают, выпаривая морскую воду на солнце, в так называемых отстойниках или других специальных камерах. Морская соль содержит от 70 до 75% хлорида натрия, остальные 25-30% минералы. Этот продукт более ценен, чем традиционная каменная соль. Насчет йода, ради которого покупают морскую соль. Запомните, что при температуре 60 градусов йод улетучивается, то есть в соли, которая высыхает в камерах, уже нет органического йода. А в морской йодированной соли добавлены неорганические соединения йодада или йодида калия. Полезной в этом отношении можно считать только ту соль, которая высыхала в естественных условиях на солнце. Однако такой способ из-за экологических моментов сейчас используется крайне редко. То есть, если вы найдете морскую соль, полученную путем высыхания на солнце, то это качественный продукт, в котором меньше хлорида натрия, есть другие вещества, плюс органический йод. В интернет мы нашли много сообщений о микрочастицах пластика в морской соли. Мы изучили все материалы и вот что выяснили. Действительно, ранние исследования показали, что микропластик был найден в морской соли. Эта новость была опубликована в авторитетном издании «Наука об окружающей среде и технологии». Однако ученые со всех стран на этом не остановились и проверили другие виды соли. Были проанализированы образцы соли из 21 страны Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Ученые констатировали печальный факт. Загрязнены все мировые солевые запасы – и морские, и речные, и даже каменные, в меньшей мере. Пластика не было только в рафинированной морской соли из Тайваня, рафинированной каменной соли из Китая и французской неочищенной морской соли, выпаренной на солнце. Учеными было установлено, что частицы микропластика содержатся в 83% образцов водопроводной воды по всему миру. Самый высокий уровень загрязнения в США. Там микропластик был обнаружен в 94% проб. В конечном итоге представитель Greenpeace сделал следующее заявление. Исследования показали, что микро- и наночастицы пластика есть в морепродуктах, дикой природе, водопроводной воде, в соли и даже продуктах питания. Так что делайте выводы. Но есть и утешительная новость. Не каждая микрочастица пластика может проникнуть через стенки кишечника, а только самые маленькие. Большинство микропластика, попавшего через рот, выводится скаловыми массами. Также ученые пока не знают, какое влияние оказывают эти частицы на организм человека. ВОЗ также сообщает, что о вреде микропластика на здоровье человека пока говорить рано, так как еще недостаточно исследований. А что вы думаете по этой теме? Оставьте комментарий.